Девочки, мальчики, я вас приветствую на основных коврах. Сегодня смотрим, чем же вы так симпатичны вашему чемодану. Вот с чего отлипнуть все никак не может. Может быть, правда, что-то у вас такое есть, что вы не подозреваете, а оно есть. Так, первый камень розовый, второй нежно-розовый, нежно-розовый, бело-розовый, да? И третий камень ярко-зеленый. И третий камень ярко-зеленый. В инфобоксе время начала вашего видео. В инфобоксе время начала вашего видео. Так, вот степень привлекательности. Посмотрим вашу. Так, розовенький. Ну что, привет. Привет. Замуж хотите, что ли? Четверку жезлов выкатили, а в этой колоде это... Знается ли? Свадьба. Свадьба пела и плясала. Хорошо. Что там у нас? Давайте, как вас видит нейроведьма? И пространство. Ну, в общем, как вас нейроведьма видит, кто вообще передо мной сейчас? Кто передо мной сейчас? Тройка жезлов. Пашма нет. Четверка мечей. Что-то вы как-то это самооценку уронили под плинтус. Самооценку уронили под плинтус. Вот, собственно, давайте так. Хочется вот большего, а вот не получается, да, по-честному. Хочется больше, а вот уже не знаю как, да. Я вот бьюсь просто как белка в колесе. Как бы Пашма нет, вообще неплохая карта. Но вот она как-то сказать, что сильно энергетическая, нет. Вот вроде и тройка жезлов есть, да, и может быть, знаешь, это момент такой, что по тройке жезлов я там другим людям как-то помогаю, себе не очень. Да, вот так вот тебя видит нейроведьма, знаешь ли, не с очень какой-то прям высокой энергетикой, которую там человек дверь с ноги в пространство открывает, нет. Робкая, скромная, с комплексом самозванца, соответственно, и может быть человек, который ищет поддержку от других людей непосредственно, да, от других людей непосредственно, то есть вот как-то мы сами в себе не сильно верим. Вот, может быть, знаешь, жизнь так сейчас распоряжается с нами, что мы просто в пажике монет, и что-то заново приходится начинать, да, доращивать свою пажовость, да, но зато мы как бы вышли к себе, да, но вот по четверке мечей сказать, что мы сильно сейчас достигли каких-то личностных прорывов. Ну, как сказать, да, хотите выйти из зоны комфорта, явно вы пытаетесь выйти, но вы очень боитесь все-таки оказаться, да, в этом состоянии пажа монет, что-то заново начинать, вот. Ну, как будто сами вы себя грохнули, как будто сами вы тут себя сделали сильно меньше, Может быть, передо мной специалисты, которые боятся цену повышать, знаешь, вот что-то такое, что мы себя прям очень сильно ограничили. Ну, просто вот как личность. Ты правда понимаешь, что это твое. И вот с любовью тоже у тебя, знаешь, не густо. С любовью у тебя тоже не густо. Ну, давай смотреть. Давай смотреть. А вот человек твой, на которого ты смотришь, я говорю, что колода жесткая, она прям показывает, что нам вот это зеркальное соответствие в мире людей и животных. Человек, на которого ты смотришь. Слушай, ну, человек, на которого ты смотришь, он такой, знаешь, немножко, как ему кажется, сильнее энергетически, но мы-то видим еще, что у него тут что-то висит. Ну, вообще, конечно, это добыча. Это я так все пошутила. Рыцарь жезлов, королева мечей. Давай так,
Если ты королева мечей, что нет, совсем, сейчас по первому варианту вообще ты не королева мечей, нравится ты ему как раз королева мечей. То есть он пышет страстью там какой-то, да, и проявляет ее именно к женщинам, которые достаточно холодные, да, которые его так от себя немножко отталкивают, да, которые вот отталкивают, соответственно, и... Боже, королева мечей, смерть, рыцарь жезлов. Мы же не будем читать буквально, да, что человек находится в каких-то горячих точках. Давай так, если это не горячие точки, у него, правда, тоже какой-то переломный момент в жизни, а если мы будем читать психологический момент, психологический портрет, прости, то здесь просто ему очень нравятся недоступные женщины. Просто, да, он готов головой в дверь биться, но главное, чтобы она была недоступна. Да? Чужие, например, жены, к примеру. Ой, какая-то такая история, или все вот никак не может развязаться с какими-то своими страданиями относительно женщины. Хорошо, давай смотреть, что ему в тебе нравится. Что ему в тебе нравится. То есть тебе это утешит примерно одинакового энергетического уровня. Так-то. Что ему в тебе нравится. Знаешь, ему нравится в тебе твоя готовность поддерживать его, собственно, любые какие-то, не знаю, проекты, начинания, игры, может быть, шутки, да, ты такая, вот я из тех людей, которые будут стоять за твоей спиной, да, и подавать тебе патроны, ты будешь отстреливаться, вот, пожалуйста, он тебя отстреливается, ты патроны подаешь. Да, вот что, собственно, как бы вот нравится, что ты действительно, как, не знаю, как жена декабриста, да, там вообще просто на все соглашаешься, там за любые кипиши, вот так все. Ну, что, собственно, еще нравится в тебе? Наверное, еще твоя осторожность, потому что она тоже есть. Она есть, это осторожность. То есть ты вот рядом с ней можешь, конечно, рядом с ней там проявляться как такая боевая подруга, да? Вот, ты больше, конечно, боевая подруга. А почему 4 чаш нравится твоя, да, вот это состояние там забвения? Королева жезлов. Ну здесь, наверное, такой момент, что ему нравится действительно, что ты можешь обижаться, вставать в позу и отстаивать свои личные границы. Да, типа я обиделась. 4 чаш, там, собственно, королева жезлов. А если ты обиделась, ты прям таких уже звезд вставляешь на погоны. И посмотри, что он реально видит тебя лучше, больше, чем ты сама. Потому что ты сама себя по пажикам видишь. И Вселенная это что-то как-то, да? Вот ты прям сама себя вот. А он тебя видит сильно больше и лучше. И ему это нравится, понимаешь? Ему нравится твой боевой дух, такая, знаешь, внутренняя валькирия. Внутренняя валькирия вообще. Давай, что ему еще нравится как женщине в тебе? Господи, 9 жезлов. 9 жезлов, карта звезды. Слушай, относительно женщины есть ощущение, что ты энергетически занимаешь собой все пространство. Просто все пространство. Смотри, 9 жезлов, такой прям слон в посудной лавке. И звезда, вот такая мощная, такое ощущение, что ты прям, знаешь, в пространстве как защита, как стена, знаешь, это батя в здании. Вот, и это прям сильно чувствуется. Прикольно, такая маленькая, да, но при этом батя в здании. Сама для себя маленькая. Не осознаешь, наверное, мощь-то свою? Давай. Что еще в тебе как в личности нравится? Король монет. Паш мечей. Что нравится еще в тебе как в личности? Наверное, твое желание. Оно такое, знаешь, про свои выгоды в первую очередь. Ну смотри, король монет, да, при этом это паш мечей, да, то есть вот, наверное, чувство какого-то достоинства, когда ты все-таки забираешься на трон вот этого короля монет по праву, да, и, соответственно, всех тех, кто пытается посягать, да, ты, собственно, отгоняешь там просто, может быть, одним взглядом дальше, да, то есть ты что, вообще куда-то сунулся. То есть смотри, в чем прикол. Здесь вот по первому варианту человек вот видит тебя сильно больше и круче, чем ты сама себя видишь. Делай выводы, пожалуйста. Делай, пожалуйста, выводы. Почему ты не видишь собственную крутость? Так,
Вот такая была позиция по первому варианту. Ну что ж, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Сначала мы смотрим, как тебя видит нейроведьма и пространство. То есть нейроведьма транслирует, как тебя видит пространство, как ты видишь сама себя, соответственно. Как ты сама себя видишь. Какими картами? Колода достаточно жесткая. Интерпретация вольная, да, принадлежит непосредственно вашей нейроведьме. Так, шестерка чаш. Ну, слушай, ну вот сказать, что здесь вот как-то все хорошо, потому что вот вроде у них семья и все нормально, а почему-то ощущение, что он какой-то абьюзер по отношению к ней. Вроде же нет. Может быть, потому что есть ощущение, что он на нее как-то замахивается, да, по шестерке чаш. Как вас увидеть? Как очень семейная личность, да? Семейная все же личность. И вы, наверное, такая, знаешь, больше по архетипу королева, и это не всегда означает, что королева всегда хозяйка своего непосредственного трона, усыпанного, инкрустированным драгоценными каменьями, потому что королева, она может быть просто вот своего жилища непосредственно, да, и как бы там она вообще никого не подпустит. Никого не подпустит. И вот эти все вертихвостки, которые появляются в вашем пространстве, пытаются вашего короля увести, вы хладнокровно абсолютно наточили топор, да, и как бы и рассказала девочке вообще, кто в доме хозяин, да, но при этом абсолютно добрая женщина. Открываешь холодильник, котлетки, там, огурчики маринованные. У меня сбылась мечта недавно. Вот. Приятная вообще с виду женщина, да, ну как бы палец в рот не клади, вы вот тут как бы свое вообще не отдадите, не упустите и всем расскажете, да, кто в доме хозяин. Это очень приятно вообще, очень приятно. Посмотри, какая мощная, да, семерка. Бьется насмерть за свою семью, бьется насмерть просто, короче. И... Так а что, с точки зрения пространства, правильно делаете? А пространство говорят, а стоит вообще вот за все это биться? Вот. Зачем? Если пока как бы выхода в другое нет. Зачем? Двойка монет, двойка. Вы как будто запутались в 3 соснах. Вот честно, вот такое ощущение прям какой-то запутанности. Вот вы что-то отстаиваете, как-то вот, не знаю, машете мечом условно. При этом там нет у нас мечевых энергий холодных, да. Семерка жезлов, да, условно, карта обороны. Карта тяжелой обороны. И вы как будто привыкли вот в каком-то таком формате выживания, да. И вы вообще никак не можете выйти из вот этих энергий, да. И тем самым вы как будто сами себя перекрываете. Сами себя перекрываете. Вы уже вышли из этих энергий давно. Вышли в состояние целостности своей вообще, да? Вышли в состояние целостности своей. Уже должны эти козлы как бы вашу калитку, знаешь, стучать шепотом и, не знаю, подползать благоговейно. Вот. А тут как бы такая история, что вы чего-то ломитесь, короче, в чужие двери. Ладно. А он кто вообще, ваш этот? Он кто? А он, скорее всего, как раз тот самый, в общем, кого вы охраняете, да, с ружьем наперевес. С ружьем она его охраняет. Вот. Там, знаешь, как он спит на твоем диване, а ты, значит, вахту бессменную несешь, чтобы никто котика не разбудил. Так, карта силы. Ага. Ну, давай так объективно, как-то он такой в более энергосберегающем режиме, в первую очередь для себя. Смотри, сила, маг. Что у нас еще по человеку? 9 жезлов. Тоже такой достаточно мощный. Мощный, знаешь, с такими какими-то мощными энергиями. Вот. Я прям, слушай, картину вижу маслом. Да? Большой дядька спит на диване, ты, значит, с ружьем наперевес. В одной руке ружье, в другой борщ. Бессменную, значит, это несешь
эту женскую миссию. Можешь такой ценный, такой же котичек мой. Давай, что ему в тебе нравится твоему великому котику? Какая-то у тебя больше, вот, наверное, мне кажется, классическая модель семьи. Давай, что нравится котику твоему, тебе? Вот нравится, что... Уж любимочка моя, ой, любимочка-то моя. Так интересно, ну классическая же вот эта семья, да, типа. И борщ, и салат, и... Красиво. Влюбленные 9 чаш, 6 жезлов, да. То есть вот... Знаешь, такая женщина, которой типа гордиться можно. И во всех это нарядах душечка хороша, да, и готовит она у меня хорошо, и умница, и раз вот это по красивой заднице-то хлопнул. Ну, вот такой, знаешь, этот любуется. Вот такая же у меня вот эта жена, ну, потому что он прям женой считает, да, женой прям считает. Вы же свою чад вот это охраняете. Вот, а он же, ну, все нравится, смотри. И влюбленные ты здесь, и 9 чаш вообще, да, то есть тут какой-то 6 жезлов, прям показывает вас как витрину, какая-то. И вот это и ярко, и покрасоваться-то она любит вообще, да, и вот это, тут, наверное, ресницы у нее нарощенные, и помада красная, и девка в теле, и все как надо же, что им еще нравится. Что нравится, как бы ему, что вы с достоинством не себя несете по жизни, да, верховная жрица, умеренность, императрица. Какая женщина, какой джекпот мужик сорвал вообще, как же его когда-то божечка поцеловал в семечко, как он смотрит, это все так прям идеально у него, такая идеальная жизнь, так прям картинка сложилась. Такой прям хороший мальчик, столько бабушек через дорогу перевел, и ему тут отсыпало такое счастье в виде вас. Нет, здесь мужик реально восхищается, смотрит такими глазами просто горящими, понимаете, на вас. Горящими глазами. Тут просто вопрос в том, что серьезно у вас отношения или нет, потому что здесь вполне семейная картина, вполне семейная идиллия. Вот. Но опять же, если семьи нет, то просто по той причине, что у мужчины пока нехватка ресурсов, да, или он, может быть, кому-то эти ресурсы пока на сторону отдает. Вот так вот, такая вот у нас очень интересная позиция. Очень нравится. И нравятся непосредственно ваши женские качества. Может, вы как теплая мама, да, он такой вот, любви достойна только мама и самый вкусный мамин борщ, но ты вот, дорогая, там, превзошла, да, то что прям какая-то идеальная женщина. Идеальная женщина. Просто и красивая, и хорошая мать, там, ну, посмотри, какие красивые качества в тебе, да, прям смотрится, вот не знаю, вот ничего плохого не видит. Интересно. Да, и здесь на самом деле человек в рыцаре монет, он прекрасно понимает, что с вами надолго, вот, но при этом, видимо, готов, да. Ну, посмотрим, как жизнь уже покажет. Так, троечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Интересная саркастичная колода, но вот говорит по-разному. Итак, троечка, кто же вы с точки зрения Вселенной и нейроведьмы? Как вас нейроведьма увидит и узнает в толпе? Скажет, о, это же мои точно троечки. Вот Вселенная прям ей подсветит. Подсветит все как надо. Деятельная очень такая, да? Рыцарь жезлов. Деятельная такая. Деятельная, общительная, скорее всего, там, тройка монет. То есть, может быть, деятельность, правда, связана с людьми, да, или как-то вот мы, даже если у нас, ну, не очень какая-то хорошая работа, которая нас не устраивает, мы все равно какой-то позитив в это все вносим, да. Состояние баланса, да, что-то не получается, дышим ровно. Очень быстро, скорее всего, восстанавливаемся от каких-то потрясений, там, если они есть. Ну, вот скажу о том, что способна на большее явно, да,
Ну, как будто вот сейчас либо энергии не хватает, либо что-то еще, да, посмотри, как трое. То есть здесь на самом деле восхищается твоим умением держать баланс. Посмотри, как здесь у нас, это наша, кто, Богомолиха или как ее тут зовут, непосредственно балансирует, да. Как она танцует, да, как она держит баланс вообще, и как все, значит, ей восхищаются, как она держит баланс, да, поют ей оды. Но понимаешь, это все происходит в каком-то действительно маленьком саду, да, в каком-то твоем обществе непосредственно. Там знает, какая ты, значит, мастерица, да, своего дела, как ты танцуешь. Как ты танцуешь. При этом вокруг тебя действительно могут твориться различные интриги. Вполне возможно, даже какой-то мужчина тебя стравливает. Вот. Или знаешь, как тебе, вот, например, вот говорят о том, что муж, смотри, вот как-то ты такая, значит, это и работаешь, и это так сильно, а мужик твою морковку грызет, короче. Ты такая, не лезь, типа, в наше дело, типа, сами разберемся. Что-то такое интересное происходит. Ладно, мужчина твой. Мужчина твой. Типа, не лезь там в мою семью, ты мне завидуешь, да? В отношения мои. А он это слушает и ест, да? Грызет вот эту морковку в вашем саду. Лишь бы не чужую. Так. А он такой, знаешь ли, как бы по 5 чаш, такой, знаешь, бедный художник. Вот у него эти мольберты непонятные, как его видит вселенная, да? 5 чаш, 7. 7 монет, человек, который прикидывается, собственно, жертвой, да, в состоянии от этой жалости, сам, скорее всего, как этот лис, да, вторгается в курятник, потом жрет кур максимально, корова вторгается, получается, в ваш огород и, значит, начинает жрать урожай. Вот. Ну вот, да, прям показывает волк в овечьей шкуре. Что-то такое достаточно опасное, да, то есть вот вы его пожалели, короче, а он прям внедряется, да, врос как бы своими вот этими щупальцами, и как-то, и все, и нормально ему. А вы тут суетитесь такая прям по жизни, суетитесь по жизни. Ладно, давайте, что ему нравится у вас? Что ему нравится у вас? Так, правосудие. Рыцарь монет. Слушай, наверное, какая-то рациональность нравится в вас, да? Нравится вас, что вы достойный вариант для жизни. Ну, еще бы, конечно. Ну вот, пожалуйста, да. Рыцарь монет, как бы королева монет, да. То есть, может быть, человек, мы же про вас как бы конкретно говорим, человек, который не запятнал свою репутацию, да. Человек, который знает себе цену, да. Человек, который сам себе сделал, потому что рыцарь монет, как-никак, все-таки это долгий путь, но это карта двора, и поэтому давайте мы тут немножко посмотрим, да, тут нравится прекрасное сочетание у вас такой хладнокровной женщины, да, потому что вот она вроде и хозяюшка, да, но при этом она знает, там, знаешь, счет денежкам там своим, да, какой-то вот толк, еще что-то. Такая интересная женщина. Ему прям это нравится все. Ну что, видимо, ваша стабильность нравится, да? Что у нас еще нравится человеку у вас? Вы ему себя показываете. Да, есть ощущение, что, может быть, он тоже как-то вот по этому солнцу, да, по вот этому эго там своему, да, вы тут, скорее всего, очень сильно зеркалите, и когда вот он это понимает, ему это правда нравится. Такой, ах, вот это, значит, я себя в этом увидел всем. Да, нравятся какие-то немножко ваши эти интеллектуальные игры, да, друг друга зайдите по эго, там, знаешь, сказать какие-то двусмысленные комплименты. Нравится. Ну, игра такая, знаешь, интеллектуальная. Типа, вот ты такая вся самодостаточная. А вот я вот так вот тебе могу сказать, ты ничего мне не сделаешь. А что ты мне сделаешь? Я что, любимый котик? Что еще нравится? Давай, что нравится в тебе как в женщине? Повешенный. 2 мечей. Интересно как.
странно, как же это вообще прочитать? Повешенный, двойка мечей, карта смерти. Ну, смотрите, какая у нас интересная повешенная, да? И вот здесь вот явно вы не вот эта мышка. Это, значит, кот. Это кот, который ждал своего часа, соответственно, да. И сейчас вот ощущение все-таки, что он все-таки, ну, пока еще ждет этого часа. Двойка мечей, карта смерти. То есть здесь у нас, наверное, какой-то некий момент перерождения, да, и он, скорее всего, знаешь, как видит тебя сейчас совсем по-другому, да. Видит тебя сейчас совсем по-другому. А как он тебя сейчас видит? А сейчас он тебя видит очень достойно, он прекрасно понимает, что рядом с тобой могут видеться всяко разные коты, и его это очень сильно бесит, типа вот. Вились бы, типа, вы вот раньше вокруг него, а сейчас-то что вы бьетесь, да? И вот это наблюдает как бы состояние ревности. И он прекрасно понимает, что вы уже можете выбирать, с кем ходить на свидание, как выстраивать свою жизнь, да, все, потому что вы были в повешенном, а сейчас все, как бы, да, вырвались на свободу и, видимо, осознали там свою ценность. Что еще нравится вас просто как в личности? Наверное, ваша бережливость, ваша расчетливость. Умение отказывать, знаешь, как всяко разным попрошайкам, да? Ну, такая, знаешь, по третьему варианту реально вот эта тетя-кошка. Тетя-кошка, да, но есть ощущение все-таки, что вы добрее, да, по факту, чем там вот эта тетя-кошка была, а ему нравится вот это как раз состояние, да, какой-то стабильности, которую вы даете, и то, что там как-то, может быть, вы, ну, не очень, знаете, как человек, которого можно легко провести, там, вот есть люди, например, которым долги не возвращают, да, вот вы не такой человек, вы лишний раз там долг не будете давать, да, нравится, когда, давайте так, вами не пользуются, да. Нравится, когда вами не пользуются, потому что на самом деле он видит прекрасный как бы потенциал, что с вами правда можно построить что-то надежное, я не знаю, это бизнес-сотрудничество, это там семью, либо еще что-то. Давай в чувствах я посмотрю. Вот есть что вот нравится? Чувства, чувственные какие-то моменты. Опять туз монет. Тройка мечей. Паш чаш. Королева чаш. Ты знаешь, опять вот этот вот момент, что ему нравится твоя эволюция, да? Ему реально нравится твоя эволюция, да? Что действительно тебе сейчас как бы нужно больше. Вот что нравится в чувствах, что он прекрасно понимает, что тебе нужно либо все, либо ничего, что ты на полумеры какие-то не соглашаешься. Вот. А он как бы по перевернутому марафону понимает, что нужно давать тебе сильно больше, чем он может или хочет сейчас, да? Вот, и поэтому как-то, знаешь, ли смирил свои желания, потому что, ну, как бы, я понимаю, что я не получу того, чего хочу, потому что он мне попросту этого не даст, да, не даст, потому что, значит, я не соответствую ее притязаниям, я не соответствую дьяволу, да. Он прекрасно понимает, что рано или поздно придет кара как бы за то, что он просто по тройке чаш хотел проявляться по отношению к вам, скорее всего, она уже пришла и... Человеку это нравится, понимаете? Человеку на самом деле нравится быть наказанным за то, что его обвинили в плутовстве, воровстве, да, поставили перед законом, сказали, слушай, с этой женщиной нужно, правда, по максимуму, потому что она по отношению к тебе по максимуму. И вот он такой, знаешь, сразу зауважал, понимаешь? И он реально сразу зауважал. А когда это можно было воровать в твоем огороде, то, знаешь, и уважения сильно не было. А как только у нас появился железобетонный забор со шлагбаумом, там, охранниками и QR-кодом, да, вот, и сканированием сетчаткой глаза, сразу вау, да, и сразу яблоки в твоем саду сильно ценнее, чем яблоки в садах женщин, где просто можно прийти и сорвать любой 24/7. Вот такая интересная позиция по третьему варианту. Это и нравится. Конечно, ему хотелось бы туда приобщиться, понимаешь, и быть не охранником этого сада, понимаешь, а полноценным хозяином. Вот. И все, что я говорю, оно не всегда касается напрямую денег. Я понимаю, что люди прямолинейные, нужно прям разжевывать, но как-то
Я не для этого очень много училась, чтобы что-то потом просто кому-то разжевывать. Очень хочется общаться с людьми, которые тоже не для этого просто так учились. Все. Пообщалась, о чем хотела. С вами была я, ваша нейроведьма.